Задашин. Жертвенное вино. Задолго до христианства, еще с бронзового века и язычества, в Грузии делали вино и считали его священным напитком и приносили его в жертву своим богам, чтобы они внимательно следили за жертвователем, его семьей и домом, а урожай был богатым и обильным. Времена и боги менялись, но делать вино и приносить его в жертву в Грузии не переставали. Святая Нино принесла в Грузию христианство. Римляне, монголы, османы и персы принесли войну. Страна дробилась и объединялась, процветала от моря до моря и приходила в упадок. Но обычай жертвовать самое лучшее вино своим святым оставался неизменным. Наливая жертвенное вино в чашу, христиане и священнослужители зажигали свечу и молили Бога о милосердии, а в день соответствующего святого жертвовали вино его иконе. Задаша готовилась из винограда как с частных виноградников, так и с монастырских земель. Монастырские наделы крестьяне обрабатывали по очереди. Часть урожая закладывалась от имени монастыря, а часть крестьяне использовали для себя. Коллективное возделывание храмовых виноградников также было обычным делом. Урожай в этом случае полностью шел в пользу храма, а жертвенное вино употреблялось совместно. Нередко в самих монастырях было марани, где хранили вино, пили его по церковным праздникам. Задаши может быть только красным. Сортами красного грузинского винограда, предпочтительными для жертвенного вина, являются саперави, дзелшави, ацханури сапере, тавквери и шавкапита. Зачастую для жертвенного вина выбирались участки виноградников и посвящались выбранному святому. В уходе за квеври жертвенным вином и ритуальных действиях участвовали только мужчины. Этот факт объясняется тем, что виноградарство-виноделие было сугубо мужским делом. Жертвенное вино требует особого внимания, ухода, обращения, начиная с мытья кувшина и поддержания чистоты марани до обработки винограда, процесса его ферментации и хранения. Должно быть исключено попадание воды в задаши, поэтому использовать можно только квеври, хорошо высохшие после мытья. Единственный химический процесс, который можно использовать при приготовлении жертвенного вина, это окуривание квеври, сжигаемой серой. Задаши сохраняют в специальных священных квеври в правой части марани, в которой совершаются ритуальные действия. Такие сакральные квеври встречаются в разных регионах Грузии под различными названиями. Для жертвенного вина ягоды отделяют от гроздей, и таким образом ветки в процессе брожения не участвуют. Давят виноград для задаши только руками. Кипящую в квевре чачу требуется часто перемешивать в период спиртового брожения, не менее 5 раз в день. Рекомендуется помешивать чачу в кувшине не реже 1 раза в 3 часа в течение дня, особенно в период интенсивного кипения. После окончания кипения вино и чачу необходимо разделить и перенести вино в отдельный квеври. После этого жертвенному вину на определенное время требуется абсолютный покой. Задаши готовится только от первого отжима. Первый отжим – это вино с верхнего слоя квеври. Отсюда возможна и этимология «задаши» – «зеда» – «верхний». Вино с ниже лежащих слоев добывается путем прессования чачи. Оно сложнее очищается от взвеси и более тонинное и окисленное. Квеври для задаши скрывался первым. Для извлечения такого вина использовалась специальная жертвенная аршима, от грузинского аршима – карабас. Это сосуд с длинной ручкой, изготовленный из бутылочной тыквы, который не применялось для других вин. Вино для задаши по своим вкусовым качествам отличалось от остального вина того же марани. Оно было мягче, с более ярким выраженным вкусом ягод. Скорее всего, это связано с внимательным подходом к брожению спирта, использованием только отборных ягод винограда и отсутствием веточек мезги. Жертвенное вино нельзя было одалживать, продавать или употреблять не в день его святого, иначе икона святого будет осквернена и нанесет ущерб жертвователю. Христианство углубило обычай жертвовать вино. На практике он проявлялся в обязательном посте, во время которого крестьянин был обязан приносить в церковь-монастырь вино в дополнение к обычному жертвоприношению. Квеври для жертвенного вина и вообще для любого вина считались в Грузии священной посудой, поэтому их не выбрасывали, не ломали, даже те, которые стали непригодны. Их приносили к монастырям. Поэтому вокруг грузинских храмов и церквей так много старых квеврей. Обычай жертвовать вино святым дошел почти неизменным до наших дней. А вот традиции приготовления жертвенного вина, увы, почти ушли, что, безусловно, достойно большого сожаления. Далеко до христианских времен
Еще с бронзового века язычества с Грузии делали вино и считали его священным напитком и приносили его в жертву своим богам. Времена и боги менялись, но делать вино и приносить его в жертву в Грузии не перестали до сих пор.